Привет, друзья! Привет! Рады видеть вас на нашем канале. Сегодня мы покажем вам обзор квартиры, реализованной по нашему дизайн-проекту. Это квартира для девушки, и здесь прямо ощущается вайб такого женского дизайна, женской атмосферы. Сейчас мы вам расскажем о деталях этой квартиры и о том, как вообще формировалась идея создания этого интерьера. Прежде чем вообще начинать делать какой-либо интерьер, какие-то эскизы, какие-то мысли даже формировать по этому поводу, нужно изучить контекст. Нужно понять, наверное, чем живет хозяин квартиры, может быть, посмотреть на район города, на окружающие здания. Вообще идея может формироваться из чего угодно. В данном случае меня вдохновили сами хозяева квартиры. Это стильные люди, которые разбираются в моде, разбираются в брендах. Поэтому мы решили создать интерьер, который бы напоминал, наверное, о сумке Birkin. В первую очередь о бренде, о каких-то паттернах, цветовых сочетаниях, именно взятых, заимствованных из стилистики этого бренда. Вот за мной сейчас стена, которая декорирована характерным орнаментом для Гермес. Это причем декоративная штукатурка, и паттерн орнамента очень сильно увеличен. Может быть, он даже не особо узнается, но это он, поверьте. И это уже вызывает какой-то интерес. Это не просто какая-то равнодушная стена, а это все-таки брендовая стена. И вот эта основная идея интерьера, ее вообще присутствие совсем не означает то, что вы всю квартиру должны превратить в какую-то обшивку сумки, всюду использовать кожу и какие-нибудь пряжки. Это говорит о том, что хотя бы в нескольких деталях нужно сказать о том, о чем вы хотели рассказать в этом интерьере. Показать это буквально несколькими штрихами. И этого будет уже достаточно для того, чтобы интерьер стал цельным и имел в себе какой-то смысл. Пару слов о планировке. Планировка очень такая, скажем, классическая. Это очень маленькая кухня-гостиная. И у нас была задача растворить кухню. То есть, если бы здесь была прям такая яркая какая-то, ярко выраженная кухня, она бы давила, и мы бы не ощущали себя в спокойной атмосфере гостиной. Поэтому, во-первых, кухню мы разбили. Справа у нас пенальная часть, слева у нас функциональная часть. За счет цветовой гаммы здесь она построена буквально на оттенках и полутонах такого цвета вот шампанского. Весь этот функционал растворяется. То есть у нас есть рабочая поверхность, но по сути она смоется в какое-то стильное пространство. У нас есть верхние шкафы, у нас есть эта огромная стена в крупном формате от фабрики Florim итальянской. И опять же она смоется уже не как функциональный фартук, она смоется как какая-то красивая картина, как панно, как кусок скалы наконец. Таким образом мы добились общего цельного пространства, и находиться в нем будет, конечно же, гораздо комфортнее, чем постоянно сидеть у себя на кухне. Здесь такой небольшой лайфхак, как вообще на самом деле контрастную технику, вот она такая черная, яркая, как ее вписать в эти пеналы, чтобы она не смотрелась выбитым зубом, грубо говоря. Можно взять и просто создать из всех приборов какой-то симметричный квадрат. Здесь, конечно, был добавлен еще винный шкаф, и нам повезло, просто здесь вот 4 элемента техники, они образуют собой такой цельный стильный квадрат. Но изначально в проекте этого винного шкафа не было. И мы, для того, чтобы получить цельную композицию, здесь оставили фасад из черного стекла. Мы это часто так делаем, для того, чтобы не было какой-то черной буквы «Г», а была все-таки четкая, ровная геометрия этой вставки. Я знаю, что на просторах интернета очень популярны видео в стиле «Как сделать дорого за недорого». Так вот, очень простой способ, как сделать вашу кухню индивидуальной, дорогой, стильной, очень удобной – это ручки. То есть, если бы здесь был стандартный профиль Гола, наш вот этот с захватом, ну, сейчас таких кухонь на самом деле 90%. Очень простой способ, мы используем здесь вот такие ручки, покрашенные под латунь. Они очень лаконичные, при этом они стильные. Кухня смотрится сразу сильно дороже. Она смоется как раз вот таким каким-то интересным, стильным, декоративным элементом, эта ручка. И она, конечно, очень легко вот ее захватывать. Она не пачкается, у нас не остается здесь никаких следов. Не остается следов на фасадах. И, конечно, это сразу же делает нашу кухню интереснее, стильнее и, главное, индивидуальнее. То есть у нас она сразу на порядок круче, чем все остальные кухни. И, конечно, я хотел отметить, что самый практичный фасад для кухни – это светлый, не обязательно белый. То есть здесь у нас такой кремовый светлый цвет и глянец. То есть на нем вот сколько здесь не трогай, пальцев ничего не остается. И вам не нужно будет каждый день ее протирать, потому что любые темные фасады
темная столешница — это просто какой-то ад для хозяйки, потому что на ней видно все. Даже если это кварцевый агломерат, например, как здесь, если бы он был черным, хотя, казалось бы, кварцевый агломерат супер дорогой и практичный материал, на нем будет видно прям все. Поэтому для вашей кухни выбирайте светлые столешницы, и это сбережет вам очень много времени, нервов, и сделает готовку и жизнь на вашей кухне просто беспроблемной. Немного о том, как выстроить цветовую гамму. Чтобы интерьер не получался как 50 оттенков бежевого, то есть цвета подбираются друг к другу, вроде бы нет проблем, но нет ничего интересного. С этой целью вот рекомендуем все-таки использовать еще холодные оттенки, прям нарочито холодные, нарочито в контраст. Они очень здорово оживляют интерьер. Здесь эту роль выполняют стулья от фабрики ТОК. Вот. И они действительно добавляют свежесть. Иначе здесь бы было достаточно душновато по цветовой гамме. Потому что оттенки бежевого, они сами по себе друг с другом не очень хорошо работают. Поэтому здесь присутствует голубой цвет в стульях, голубой цвет в картинах. И этого уже достаточно для того, чтобы почувствовать какую-то свежесть. На внешней стене дома, рядом с окном, у нас использован декоративный прием, который немножко нас обманывает наше сознание. У нас здесь глухая, скучная стена, и мы вдоль нее пустили тяжелую, красивую штору. Штора начинается сразу же от окна, и у нас на подсознании нам кажется, что на самом деле за ней огромное окно. То есть желательно, чтобы штора приходила прямо вот к кончику окна, и будет полное ощущение, что у нас есть огромная стена с огромным окном, и будет гораздо комфортнее, что ли. То есть нам как будто бы в комнате будет больше воздуха. Вот обязательно используйте, это очень простой лайфхак, но он добавляет вам на подсознании больше пространства в ваш интерьер. И, конечно же, большая штора, она делает стену как будто бы мягкой. У нас добавляется мягкости вот в этот без того бежевый приятный интерьер. И акустически, конечно, так же, как в спальне. Вы увидите это чуть позже. За счет большого количества текстиля здесь очень комфортная акустика. Вот я сейчас говорю, как будто я записываюсь в музыкальной студии. Просто очень приятно себя даже слышать. Спальня у нас решена в теплой гамме цвета мокка. Это, между прочим, цвет года по Pantone сегодня. Говорят, что не нужно на него ориентироваться, но тем не менее, так получилось. В спальне использованы такие теплые, текстурные, мягкие ткани. В изголовье у нас мягкая панель. Понятно, это традиционное решение и все такое, но это очень классное традиционное решение, которое позволяет шумоизолироваться от соседей безо всякой дополнительной шумоизоляции. Здесь действительно глушатся звуки, здесь такое приятное состояние для сна. Плюс над этими мягкими панелями мы сделали зеркальную вставку, которая увеличивает помещение и создает как бы дополнительную высоту потолка. Плюс очень здорово расширяет помещение. Поэтому, если у вас небольшая спальня, рекомендую вам делать нечто подобное. Это достаточно хорошо увеличит визуально помещение и добавит света, потому что зеркало все-таки отражает свет. Я очень люблю российские бренды. У меня какая-то внутренняя радость всегда возникает, когда я вижу удачные дизайнерские изделия российских брендов. Честно, я очень люблю российские бренды. И вот один из них. Это бренд «Ветви». Они изготавливают вот такие вот классные светильники природных форм. Это действительно природные формы. Это какая-то кора, какие-то стволы, листья. Все это льется из металла. Это литые такие тяжелые красивые изделия. Вот в этой спальне мы использовали в качестве подвесов изделия «Ветви». Так что рекомендую. Классный производитель. В квартире на тех стенах, где должны быть окна, окон нет. Окон здесь недостаточно, я считаю. Просто по архитектуре, просто вот такое оказалось жилье по планировке. Поэтому мы портьеры расширили полностью на всю стену. Сделали таким образом, чтобы казалось, что за этой портьерой тоже есть окно. Окна там нет, там просто стена. Но при этом создается ощущение, что здесь какое-то большое окно, просто оно прикрыто шторой. И это создает какое-то более уютное ощущение. Не то, что у тебя огромная стена и там такое маленькое окошко, а все-таки большое окно, просто за шторой. Обратите внимание на текстиль на кровати. Насколько здесь со вкусом все классно оформлено. Все в единой цветовой гамме, в единой стилистике. Нет никаких случайных каких-то пледов и одеял торчащих, потому что это очень сильно портит впечатление от спальни. На нашем канале есть отдельное видео о том, как правильно застилать кровать. Рекомендую к просмотру.
Спальня делится на две зоны. Это зона сна и зона гардеробной. Гардеробная оформлена в такой стеклянный кубик. И обратите внимание, что чтобы туда попасть, нет никакой двери. То есть, по сути, это проходная зона в ванную комнату. Потому что дверь, ну, по сути, от кого нам закрываться, да, тем более, что гардероб у нас прозрачный. Это лишнее препятствие для вашей жизни. То есть, открывать, закрывать, мешать вам просто спокойно наслаждаться вашей квартирой. Я постоянно получаю комментарии о том, что стеклянная, прозрачная гардеробная, это некрасиво, это визуальный шум. Такое сейчас есть выражение, которое уже просто, ну, глаз мозолит, когда постоянно его видишь. Постоянно все его используют, оно, мне кажется, уже потеряло какой-то смысл даже свой, потому что если у вас хорошие, красивые, дорогие вещи, если вы стильно одеваетесь, мы сейчас с Андреем как раз обсуждали, что здесь супер стильная хозяйка, это же красиво, это прекрасно. И зачем вам прятаться от ваших красивых вещей? Если вы переживаете, вы всегда можете сделать тонированное стекло, вы можете сделать рифленое стекло, и будет не так видно. Но я здесь вообще не вижу проблемы, я не вижу никакого здесь визуального бардака, все очень красиво. Но, конечно же, нужно соблюдать порядок. Порядок, в принципе, это... Но мы очень много это обсуждали. Порядок равно уют. Так почему вам не жить в порядке и в уюте? Обязательным атрибутом гардеробной является зеркало. Ростовое большое зеркало. Его нужно обязательно располагать рядом с гардеробом. Ну, это must-have. Это, в принципе, очень логично, но почему-то многие об этом забывают. И второй момент, который я обязательно хотел отметить, вот эта стеклянная гардеробная без подсветки была бы таким более простым, что ли, элементом. Когда туда добавляется подсветка, она сразу же является таким центральным архитектурным элементом, светящимся, красивым. Поэтому обязательно используйте этот прием. Он не такой дорогой, он там не сильно увеличит стоимость этой гардеробной, но она сразу же заиграет вот прямо всеми своими цветами, да, и станет ярким, таким интересным элементом вашей спальни. Но по сути это вот спальнеобразующее предприятие вот здесь всей стилистики. Я считаю, что без нее, ну, была бы обычная такая стильная спальня, а здесь у нас уже полноценный, законченный, красивый интерьер. Ванная комната считается ванной комнатой хозяйки. В эту ванну вход прямо из спальни, через гардероб. И хозяйка никого сюда не пускает. Обратите внимание вот на эту вот ванну. Отдельно стоящая ванна может быть и такой. Если у вас недостаточно места для полноценной отдельно стоящей ванны, которую нужно обойти со всех сторон, ну, дабы сделать просто хотя бы уборку, вот существует такой вариант. Это ванна, которая одной стороной примыкает к стене. Ну, такая как бы наполовину отдельно стоящая история. Визуально она, в общем-то, ничем не отличается от такой вот красивой чаши на подиуме. Плюс тут еще подиум с подсветкой, который сделан не случайно. Здесь он был необходим технически, чтобы из ванны в принципе уходила вода в фановую трубу, чтобы хватало уклона, потому что если будет слабый уклон, то можно и за 2 часа не слить ванну. Поэтому мы сделали здесь подиум, здесь хороший уклон трубы, вода уходит довольно быстро. Плюс этот подиум играет очень классную декоративную роль. Он снизу подсвечен, и если, допустим, поздно вечером заходить в ванну, здесь получается такая мягкая подсветка, в том числе из-за этого подсвеченного подиума. Главным элементом оформления стен, конечно же, в этой ванной является вот этот крупноформатный керамогранит, изображающий оникс. Это итальянская фабрика Florim. Я постоянно рассказываю, что это одна из самых, я считаю, лучших в мире компаний по производству керамогранита. Это итальянцы. Этот оникс, по сути, докручен, его дизайн еще докручен до идеала, его природные формы проработаны. Здесь, если присмотреться, то практически не видно пикселей, то есть очень крутое качество принта. И обратите внимание, что это прям очень большой размер, то есть во всю высоту, в ширину, здесь 1,2 метра, насколько я помню. То есть это целиковый вот такой тоненький кусок керамогранита. И, конечно же, он смотрится совершенно по-другому, чем, например, соседняя, уже менее важная плитка. То есть мы здесь не переплачивали, не заливали все в крупный формат. То есть вот эта центральная стена, она более дорогая. Здесь более мелкий формат. При этом видно, что рисунок как бы немножко уже зажат в формате. Когда формат огромный, то получается разгуляться по полной. Здесь, в общем-то, такой традиционный, обязательный женский атрибут – это фронтальная подсветка на зеркале. Она обязательно нужна для того, чтобы рассмотреть свое лицо, для того, чтобы ухаживать за лицом. Это, просто must-have. Это обязательно. Здесь мы ее выполнили в форме такого овала, немножко апеллируя к классике, к какому-то такому богатому классическому интерьеру.
Напомню, что этот интерьер у нас немножечко в стиле фэшн. Мы находимся все-таки внутри дорогой сумки, и здесь должны быть какие-то такие изысканные элементы. Обратите внимание на этот унитаз. Такие унитазы популярны у японцев. Когда мы были в Японии, там такие унитазы абсолютно везде. Вот мы подходим, делаем ногой вот так. И все работает абсолютно бесконтактно. Не нужно ни к чему прикасаться, он сам все за вас сделает. Стена за унитазом оформлена без керамогранита, то есть у нас не все стены в керамограните. Здесь мебельные решения с зеркалами, тонированными в бронзу, очень подходящими под эту цветовую гамму. А люк доступа к коллекторной гребенке у нас идет через дверцу в ЛДСП шкафу. Ну, вот мы таким нажатием ее открываем и имеем очень легкий доступ ко всей гребенке, замене фильтров, с аквастопом и всему остальному. И не нужно вот эту массивную тяжелую дверь из керамогранита открывать. У нас не появятся сколы на торцах керамогранита, которые постоянно появляются, и мы зашили вот так ДСПшкой до самого низу. Многие заказчики пугаются такого решения, говорят, что как же так, ЛДСП гораздо проще сделать из керамогранита, будет проще протирать, но на самом деле уязвимое место у ЛДСП это торцы, и здесь в принципе они находятся далеко от попадания воды, и здесь никаких проблем не будет, ничто у нас не расслоится, а смоется такой цельной, красивой деревянной панелью. У нас минималистичный, лаконичный интерьер, и, конечно же, здесь идеально смотрится теплая стена. Здесь управление полом и теплой стеной, здесь сверху крючки, а в стену интегрирован мат теплого пола, и здесь очень хорошо просыхают полотенца. Я считаю, что в любом современном интерьере, не обязательно минималистичном, но именно современном лаконичном, нужно использовать решение с теплой стеной. Я не понимаю, почему еще все его не используют. При входе в квартиру у нас располагается небольшая гардеробная для верхней одежды. И это не просто гардеробная. Помещение гардеробной разделено на две части. Одна из частей – это прачечная, а другая часть – сама гардеробная. И интерес в том, что прачечная отделена от гардеробной задвижной в стену зеркальной дверью. Это решение позволяет очень здорово увеличить пространство. Это гостевой санузел. Здесь мы использовали комбинацию материалов, керамогранита от Флорем, это очень красивый темный оникс, и декоративную штукатурку. Собственно, стена, которая никак не пересекается с влагой, с водой, она вполне может быть выполнена в декоративной штукатурке. И это придаст санузлу какую-то свежесть, скажем так, какую-то вариативность. Все-таки не очень интересно, когда весь санузел выполнен просто в керамограните или в какой-то плитке. Это очень небольшое помещение, поэтому здесь нам требовалось максимальное количество глянцевых и зеркальных поверхностей. Поэтому ревизионный шкаф над унитазом мы выполнили из зеркала и выбрали вот такой вот глянцевый отражающий керамогранит. Друзья, мы очень ждем ваших комментариев по поводу увиденного интерьера. Что вам больше всего понравилось, а что может быть не очень. Приходите в нашу дизайн-студию, заказывайте у нас дизайн-проекты и, конечно, подписывайтесь на все наши социальные сети. Там очень много всего для вашего вдохновения. Ссылки будут под видео. Пока-пока! Пока!